Всем привет! Сегодня я продолжаю видео по набору лапок. Вот 32 лапки для бытовых швейных машин. Подробный обзор о лапках, в общем, я делала. Посмотрите видео, ссылочка в описании под видео будет. И, как и обещала, по каждой лапке сделаю подробное видео, какой лапкой пользоваться. В сегодняшнем видео мы рассмотрим несколько лапок. Лапку номер 3, лапку номер 4 и эта лапка номер 11. Вот это. Эти все три лапки можно использовать для пришивания шнуров или декоративных нитей. Только разное количество. Вот давайте рассмотрим эту и эту лапку. То есть лапка номер 3, лапка номер 4. Чем они отличаются? Они вот по сути одинаковые, отличаются лишь количеством нитей, которые можно использовать. Здесь видно 7 на 7 нитей, то есть 7 отверстий вот есть, куда вдеваются ниточки. В этой лапке 5 отверстий. То есть это не обязательно, что этой лапкой можно пришивать только 5 нитей, к примеру. Да, в ней можно прошить, например, 3 нити или 4 нити, ну и максимум 5 нитей. То же самое можно этой лапкой, то есть можно также 3 нити только прошить, можно также 4 нити прошить, ну и максимум 7 нитей. То есть эти две лапки подобные, только в этой больше возможностей, скажем так. Можно было бы в наборе положить только одну эту лапку. Ну, вот так. Дальше. И почему мы сразу же рассматриваем и эту лапку, так как эта лапка тоже для пришивания 3 жилок, шнуров и декоративных нитей. То есть тут точно так же можно нити те же самые и шнуры, да, прошивать, но не более 3. Здесь только на 3. Ну и немножко иначе она выглядит. Итак, приступим, будем пробовать. Итак, для примера я возьму вот такие нитки для вязания Макси. И, кстати, кто не подписан на мой канал, а любит вязать, пожалуйста, подписывайтесь. У меня целый плейлист есть по вязанию крючком. Также есть по вязанию на спицах. Итак, беру разные нити. И вот как раз такие нити я буду пришивать. Я выбрала 3 таких вот нити для начала. Беру лапку номер 3, там где у нас для 5 нитей идет. И сейчас вдеваем в эти дырочки, вот, да, верхние 3 дырочки, мы вдеваем эти нити. Для того, чтобы вдеть туда нить, воспользуемся нитевдевателем. Если вдруг у вас нету нитевдевателя, вы можете также взять обычную тонкую проволоку. Если вы плетете бисером, к примеру, то у вас есть такая тоненькая проволочка. Ну или медную тонкую проволоку можно взять. То есть вот так ее сделать. И при помощи этой проволоки можно вдевать. С обратной стороны вот сюда заводим, к примеру, либо нитель-вдеватель, либо проволоку, что у вас есть. Ну и если вам удобно, вы можете прям нить туда отправить. Но это не всегда удобно. Вот так. Либо нитевдеватель, к примеру. Наверное, не так. Зеленую я посерединке вот отправлю ниточку. А по бокам желтую сделаю и оранжевую. Вот так это выглядит
с изнаночной стороны и вот так с лица. Вот мы берем сейчас 3 нити, делаем их здесь примерно одинаковой длины для удобства. Так, ну, цвет нитки уж какой есть на машинке, я не буду менять, в данный момент мне не актуально. Выбираете тоже цвет нитки, то есть добавит еще как бы декоративная будет красивая такая строчка. Так, устанавливаем лапку. Установили ниточку, заводим внутрь лапки, вот сюда, в это отверстие. Можно помогать пинцетом. Так, все поправили, ниточки есть у нас. Далее выбираем зигзаг. Вот я установила зигзаг, ставим ширину зигзага, ну, на 3 нити я поставлю на 5, наверное. Вообще можно взять и, например, я на этой лапке уже тут доставать не буду, взять можно сантиметр и померить сантиметром, какая ширина зигзага вам будет лучше. Вот, к примеру, вы шьете, ну, здесь также вот можно 3 нити. Берем сантиметр, да, и вот меряем 3 нити, сколько это будет. Это, ну, 5 миллиметров. То есть надо брать зигзаг, соответственно, чтобы все нити захватило, не менее 5. Если, к примеру, вы будете только 2 нити пришивать, ну, то, соответственно, тоже 5 это будет много, да, берете, меряете, это где-то на 3 надо ставить ширину. Ну и, соответственно, если это 7 будет, то вот меряем, это где-то 7, надо 7 миллиметров брать. А у меня, например, ширина зигзага не более 5. То есть 7 нитей у себя я вряд ли воспользуюсь, так как у меня крайние нити может не захватить. Если у вас есть 7, отлично, можно пробовать. Итак, выбрали. Далее шаг выбираем по своему усмотрению, можно гуще, можно меньше, то есть тут пробуем, ну, давайте, вот стоит оно на 2, ну, пускай 2, между 2 и 3, да, 2,5, пускай так и будет, можно увеличить. Итак, начинаем шить. Опускаем лапку и шьем. Прошили, давайте посмотрим, что получилось. Вот такая красивая строчка получается. Вот можно украсить, к примеру, низ изделия где-то, ну или, я думаю, придумать, где использовать можно. Вот так это смотрится с изнаночной стороны. Так, давайте сейчас добавим сюда еще ниточку. То есть мы делали на 3 нити, да, давайте сделаем сейчас на 4. Так, я поставила для начала только 2 нити. Для чего? Для того, чтобы уменьшить сейчас зигзаг, то есть ширину зигзага. И я еще уменьшу и шаг, то есть сделаем мельче. Ставим. Ниточку тоже заводим под лапку внутрь. Так, зигзаг я уменьшу, ну, на 2,5, я думаю, будет 2,5, будет нормально. И также
здесь уменьшаю, сделаем гуще, ну вот 1,5 где-то. И шьем. Ну, да, даже можно еще немножко уменьшить. Сейчас я уменьшу, попробую до 2 ширину зигзага. Да, вот даже лучше получается. То есть перед тем, как где-то шить, вы пробуете шнур, ниточку. Тут надо подбирать индивидуально. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас был немножко шире зигзаг, и вот где-то с этого места я чуточку его уменьшила до 2 ширину зигзага, и вот так вот красиво тоже такая строчка красивая получается. Давайте сейчас мы сделаем больше ниточек. Вот смотрите, я поставила не 5, а 4 нити. И я на другой лапке тоже покажу 4 нити. Для чего тут я вот ставлю? Смотрите, чтобы было понятно. Вот я первую ставлю зеленую нить, да, вверху. Дальше я ставлю, ну, хочу, например, вторую иметь вот оранжевую нить. Я ее ставлю в нижнюю вот дырочку. Дальше синяя в верхнюю, желтая в нижнюю. То есть вот таким вот как бы зигзагом, да, чтобы действительно вторая шла именно оранжевая, синяя третья, желтая четвертая. Ну, то есть вот таким вот образом. Ну, видно, как бы, вот они. Вот так идут. Надеюсь, что хорошо все видно. Так, и ставим и прошиваем. Тут я ставлю ширину на 5, 4 нити. Так, устанавливаем лапку. Так. И шьем. Хотя попробую на 4 поставить, а потом изменю на 5. Сейчас я вначале ставлю зигзаг ширину на 4. Я думаю, даже нормально получается. Да, можно на 4. Вот. Хотя нет, все-таки 5 поставлю. Потому что, мне кажется, вот оранжевая ниточка, она куда-то девается. Угу. И тут увеличу я немножко еще длину стежка. Итак, давайте смотреть, что получилось. Вначале я взяла ширину зигзага 4, и у меня практически не видно, то есть плохо видно оранжевую. Ну, видно, что она здесь есть, но не очень хорошо, да. Дальше я увеличила ширину зигзага до 5. Немножко стало лучше видно оранжевую нить, но также не очень хорошо. И лишь когда я увеличила длину стежка, вот здесь уже видно, длина стежка увеличена, вот здесь вот начало уже получше смотреться, вот просматриваться все нити. Вот желтая, синяя, оранжевая и зеленая. Ну, то есть перед тем, как шить, естественно, пробуете на образце, и как вам больше нравится, так и выбираете. Ну, красиво получается все. Так, сейчас я возьму другую лапку. Вот там, где у нас идет на 7 шнуров, то есть она подобна первой лапке, да, но тут на 5 шнуров, хотя можно пришить 2, 3, 4 и 5, то есть от 1 до 5. Здесь можно от 1 до 7. И вот смотрите, мы когда этой лапкой пользовались, и когда нам захотелось прошить, скажем так, 4
нити, да, мы как делали? Продевали, получается, вот в первую вверху, затем первая внизу, затем вторая вверху и вторая внизу. Вот таким вот зигзагом, да, у нас шли 4 нити по порядку. Сейчас мы в том же порядке вставим нити, сделаем еще на 4 нити, только используем вот эту лапку на 7 шнуров, и вот внизу идет 1, 2, 3, 4 нити, то есть тут не надо их зигзагом ставить, а сразу подряд. Итак, заправляю нити. Итак, поставила 4 нити вот внизу подряд, так как мне надо было, и устанавливаем на машинку. Зигзаг я поставила на ширину на 5, и здесь шаг я сделаю на 4, или пускай сначала на 3 останется, чтобы одинаково, а потом еще увеличим. И сейчас увеличу зигзаг. Вот смотрите, пока я не увеличила шаг зигзага до 4, у меня вот эта нитка не захватывалась вот здесь. Вот она осталась свободна. И лишь когда я увеличила, то есть здесь у меня на 5 так и стояла, то есть у меня больше здесь не ставится ширина зигзага. И только после того, как я увеличила шаг зигзага до 4, то у меня все ниточки попали вот под иглу, да, то есть вот так. То есть надо все пробовать. Ну и давайте в конце концов вот поставим в эту лапку еще 3 нити и прошьем все-таки 7 нитей, попробуем. Итак, заправила я 7 нитей, вот видно. Ставим лапку. Так, поставили. И ставлю ширину зигзага на максимум. У меня 5, если у вас есть 7, было бы чудесно, у меня нету. И ставлю также длину стежка на 5, тоже максимум. И давайте прошьем 7 нитей. Ну вот, видно, прошили. Я взяла максимум все, что у меня есть. И у меня крайняя вот желтая нить. Видно, что не каждый раз захватывает. Вот. То есть я бы вряд ли использовала 7 нитей. Вот. 6 еще ладно. Ну вот так. То есть нужно пробовать, нужно смотреть, что у вас позволяет ваша машина, а так вот красиво получается. И давайте посмотрим 3-ю лапку. Вот 3-я лапка, она идет на 3 шнура, либо 3 нити. Здесь проще одевать ниточки. Здесь вот просто вот такая лапка, да, здесь есть вот. И за нее вот так берем и заводим нить. Вот первая. Или шнурочек тонкий, что вы хотите пришивать, дальше возьмем вторую, или возьмем контрастнее что-то, да, розовую вот ниточку. Так, есть. И, ну, к примеру, что тут еще, так, зеленую давайте. Ну, тонковаты сюда нити, ну, в принципе, вот, видите, как. То есть потолще какие-то шнурочки сюда можно пришивать, ставить. Так, устанавливаем. Ну,
будем тоже пробовать менять и ширину зигзага. Попробую сначала, ну, на максимум, пускай вот сейчас на максимум стоит, у меня там и там 5. Попробуем. И затем я буду немножко уменьшать, чтобы посмотреть эту разницу. Так, шьем. Так, теперь я уменьшу сейчас ширину зигзага до 4, и здесь тоже длину тоже уменьшу. Давайте до 3 попробуем. Так, и сейчас что у нас тут захватывает? Да, ниточка даже при 4 ширине захватывает 3 нити. Можно попробовать еще уменьшить до 3,5. И длину стежка тоже уменьшила до 2,5. Давайте посмотрим. Вот так получается. То есть вначале вот у нас идет, можно в принципе пользоваться 5, получается, и ширина зигзага, и длина стежка 5. Затем мы уменьшили здесь на 4 ширину зигзага. И затем вот здесь тоже мы еще уменьшили до 3,5 ширину зигзага и до 2,5 длину. Ну, то есть вот эти все параметры можно просто пробовать, и то, что понравится. А сам принцип я показала, как и для чего эти все 3 лапки, они подобны друг другу. Ну, только это вот здесь, вот эта последняя, она более удобна, что сюда можно потолще, то есть не только такую нить типа Макси, да, Ирис, а можно потолще немножко шнурочек взять. Уже в эти лапки особо толще шнур вы не возьмете, то есть вот только по диаметру этих вот дырочек. Ну, надеюсь, вам было все понятно. Я показала подробно, как использовать эти лапки. Вы увидели результат, что получается, то есть можно куда-то использовать как декоративную отделку. Я также показала, как зависит от выставленных параметров вот сам вид, вот даже те же самые нити, количество, та же лапка. Но если мы меняем ширину и шаг, и длину стежка, то вот сразу меняется и вид. Ну, то есть сначала, перед тем, как делать, вы пробуете на образце, а потом уже, конечно, в изделии. Принцип, я думаю, понятен. Обязательно пишите ваши комментарии, мне очень интересно с вами общаться. Также подписывайтесь на канал, у меня и вязание, и поделки, и шитье, и много-много чего другого. Заходите, подписывайтесь, поделитесь этим видео с друзьями, не жадничайте, поставьте лайк, если вам понравилось и было интересно. Всем спасибо, не забывайте посмотреть следующее видео. Всем пока!